Есть вещи, которые невозможно скрыть даже тысячи слухов. Не просто фотографии, не просто слухи, а настоящие, искренние и значимые отношения. Пока мир продолжает спорить, Чингук и Тэхён продолжают идти молча, понимая друг друга с полуслова. Потому что настоящая любовь и дружба не нуждаются в доказательствах. В последнее время широко распространяются фотографии Чингука, выходящего из машины. Мы хотим уточнить, что эти фотографии действительно существуют, но они были отредактированы. Оригинальные фотографии из первого сезона «Are you sure?». Если присмотреться, Тэхён стоит за Чингуком с его фирменными черными волосами. На оригинальном фото Чингук одет в бордовую рубашку, но на новом фото цвет был изменен на белый. Это означает, что на фотографии изображен настоящий Чингук, но это не новое фото, а отредактированное, чтобы создать определенное впечатление. Однако это породило множество теорий, действительно ли Тэхён закончился? Чингук испытывает отвращение или дискомфорт от Тэхёна? Или он с Тэхёном только из-за принуждения или угроз? Подобные утверждения звучат нелепо и безосновательно, но их продолжают распространять те, кто неустанно выдумывает ложные истории для подкрепления собственных нарративов. Они, кажется, одержимы Тэгуком, они постоянно следят за каждым его шагом, каждым словом, даже за каждым его молчанием, просто чтобы найти повод поднять старые вопросы. Когда у них нет конкретных доказательств, они обращаются к фиктивным источникам, например, «У меня есть друг-кореец», или «друг друга», который тесно сотрудничает с BTS. Основываясь на этом, они делают очень серьезные заявления, что Чингук больше не хочет иметь ничего общего с Тэхёном, или что все их прошлое общение было притворством. Но логически это всего лишь череда лжи, нагроможденной одна на другую. На самом деле этих людей беспокоят не факты, в которые они верят, а глубокое влияние самих отношений Тэхёна и Чингука. Их беспокоит тот факт, что Тэхён оказывает на них такое сильное эмоциональное воздействие, настолько очевидное и искреннее, что это невозможно просто отрицать. Они хотят стереть это из памяти, отбросить как домыслы или недоразумения. Но, делая это, они лишь демонстрируют свою одержимость. Они не могут перестать говорить о Тэхёне, не могут игнорировать его, потому что больше всего они отвергают истину, которую не могут контролировать. Вместо того, чтобы принять реальность, они предпочитают создавать свою версию, ту, которая всегда ставит их на место, даже если она постоянно противоречит их собственной логике. Есть также группы, которые утверждают, что любят всех участников, но тут же заявляют, что Тэхён вызывает у Чингука дискомфорт. Ирония судьбы. Как кто-то может говорить: «Я люблю всех 7 участников», но при этом одновременно сеять ненависть к одному из них? Они прячутся за фразами вроде «мне просто не все равно» или «я просто говорю честно», хотя на самом деле все, чего они хотят, это унизить Тэхёна и разрушить эмоциональную связь между ним и Чингуком. Их слова – яд, замаскированный под привязанность. И часто эти люди не настоящие фанаты. Они хотят лишь разделить, а не понять. Им плевать на счастье Чингука или Тэхёна, их волнует только то, чтобы Тэхёна никогда не видели вместе. Совершенно нормально любить или не любить, шип, не все должны видеть это одинаково. Но неприемлемо, когда кто-то отрицает близость двух людей, а затем называет все их общение фальшивым или вынужденным. Слова о том, что Чингук ненавидит Тэхёна или больше не хочет иметь с ним ничего общего, лишь показывают, насколько поверхностно и нелогично мышление некоторых людей. Проблема не в шипе, а в крайней степени отрицания, когда они утверждают, что любят всех участников, а затем нападают на одного из них. Они заявляют о своей нейтральности, но постоянно искажают факты, подгоняя их под собственную историю. Такое поведение основано не на любви или уважении, а скорее на желании разжечь соперничество там, где его нет. По иронии судьбы, даже когда Тэхён и Чингук в последнее время не общались публично, ненавистники и наблюдатели не могут молчать. Они продолжают наблюдать, обсуждать и комментировать, словно вся их жизнь зависит от следующего мгновения с Тэхёном. Из этого мы знаем одно: больше всего они боятся, что Тэхён и Чингук снова сблизятся.
Они прекрасно знают, что каждый раз, когда Тэхён появляется вместе одним взглядом, одной улыбкой или одним легким прикосновением, вся их ложная история рушится. И больше всего их раздражает то, что Чингук часто сам становится инициатором. Раз за разом, когда они оказываются в одном месте, Чингук подсознательно поворачивается к Тэхёну. Он наклоняется, уделяет внимание или присоединяется к тому, что делает Тэхён. Это не наиграно, не игра, не совпадение, это спонтанно, естественно и искренне. Но хейтеры всегда находят способ исказить это. Это Тэхён бежит за Чингуком, это Тэхён слишком навязчивый, или Тэхён не знает своих границ. Однако, если взглянуть на их взаимодействие без каких-либо сцен и манипуляций, становится ясно, что Чингук всегда первым подходит к нему. Он замечает, сам заводит разговор, искренне утешает и выражает свою привязанность. Именно поэтому ненавистники Тэхёна так переживают, потому что это реальность, которую они не могут изменить. Потому что инициатива, внимание и интерес исходили от Чингука, а не наоборот. И пока это продолжалось, пока Чингук улыбался Тэхёну, пока Тэхён отвечал ему нежным взглядом, никакая ложь не могла погасить свет, который они излучали вместе. Это была реальность, которую не могли стереть никакие слухи, никакие фотомонтажи или якобы всезнающие корейские друзья. Потому что, в конечном счете, Тэхён всегда говорил своим молчанием правдой, которую даже не нужно было защищать. Даже если бы все слухи, все эти анализы и все онлайн-дебаты были лишь затихающим эхом среди тысяч других голосов, люди могли бы продолжать говорить, строить догадки и пытаться интерпретировать каждое движение, каждый взгляд, каждую улыбку Тэхёна и Чингука. Но за кулисами, за светом софитов и бесконечной толпой, только они двое знали правду о том, что происходит на самом деле. Тэхён, с его спокойным взглядом, всегда умел смотреть этому чрезмерно любопытному миру в лицо. Он давно усвоил, что не все нужно объяснять, и не всякую любовь нужно выражать словами. Тем временем Чингук, возможно, эмоционально тронутый публичными комментариями и вниманием, все больше осознает, что молчание также может быть формой защиты не только для него самого, но и для того, кого он глубоко ценит. Тэхёну и Чингуку никогда не требовались долгие оправдания или объяснения, чтобы убедить кого-то. Они знали, кем они были друг для друга. И, возможно, этого было достаточно. Они пережили периоды, когда их совместная жизнь становилась предметом всеобщего обсуждения. Они привыкли, что их становились историями, разлучали, объединяли и не понимали. Но время наконец показало, что отношения, построенные на искренности, не могут быть разрушены простыми словами. Сейчас, когда свет на сцене медленно гаснет и мир начинает двигаться к другим историям, они остаются на том же месте, идут бок о бок, возможно, не всегда перед публикой, но всегда в пространстве, где они понимают друг друга. Потому что за всеми домыслами скрывается нечто гораздо более простое, но и гораздо более глубокое – доверие. Вера в то, что даже если мир может их не понять, они поймут друг друга правильно. И, возможно, в этом и заключается истинное значение имени Тэкук, не просто имя, повторяемое фандомом, не просто корабль, поддерживаемый тысячами аккаунтов, а символ двух сердец, которые срослись, несмотря на бури, и все же нашли покой в тишине. Им не нужно никого убеждать в своих чувствах. Достаточно одного понимающего взгляда, одной искренней улыбки, одного маленького шуга в одном направлении. Потому что, когда весь шум наконец утихнет, когда слухи потеряют свою силу и когда мир перестанет сравнивать и разделять, останутся только двое, Тэхён и Чингук, которые знают, что всегда найдут друг друга даже в самой безмолвной тишине. И там, вдали от шума экранов и слов, Тэхён продолжает жить, не как слух, а как тихая, прекрасная реальность. All the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this